Привет! Ты на канале Мира Ашит. Здесь мы вяжем интересные и необычные вещи. В этом видео мы будем делать вот такую популярнейшую летнюю шапку. Давай покажу тебе ее со всех сторон. У этой шапки есть несколько вариантов. Ты можешь ее вязать вот с такими пупырышками на конце. Можешь закончить ее по-другому, гладко. Я тоже это видео все покажу. В целом, мне кажется, это невероятно модный тренд, и самое время его связать. Кстати, я хочу сказать тебе огромное спасибо, что ты со мной здесь, на новом канале. Это прям отдельная любовь. Давай начинать. Нам понадобится. Я вязала вот из такой пряжи. Мне она очень понравилась, потому что она идет, знаете, с каким-то глянцевым таким отливом. Прям хорошо очень выглядит, и дорого, и красиво. Вот такая пряжа. Здесь получается 100 грамм на 210-230 метров. Стопроцентный хлопок. Крючок к этой пряже, вот к такой толщине 100 грамм 200 метров, я использовала 3,5. И получается оно вот так вот. Это не готовая еще шапка, это просто вот я кусочки связала, пробовала, что мне больше нравится. Если это такая, знаете, весомая и какая-то посерьезней, то это вообще что-то такое на невесомом языке. Если вдруг захотите вязать такой пряжей, она тоньше, здесь получается 100 грамм где-то на 350 метров, я использовала крючок номер 3. В целом вы можете выбирать любую хлопковую пряжу. В составе должен быть хлопок, либо хлопок плюс вискоза. На лето это все идеально, у вас не будет там ничего потеть, чесаться и так далее. Крючок пряжи тоже подбирайте, но здесь в целом написано, сюда рекомендуют крючок номер 4. Я взяла 3,5, ну просто чтобы поплотнее весь этот рисунок шел. Если вы хотите, чтобы шапка в целом смотрелась как-то шире и больше, вы возьмите просто пряжу чуть более толстую, ну, где-то 100 грамм, допустим, на 180 метров, и крючок там 4 либо 4,5 подберите, и она будет более сама по себе вся такая объемная. Но в целом для меня вот самый идеальный вариант сейчас получился, это эта пряжа и крючок 3,5. Все, давайте начинать. Вот, кстати, хочу показать, я связала шапку, и у меня вот столько осталось пряжи, мне кажется, он как будто почти целый. 2 точно хватит, возможно, даже и 3 можно связать из одного мотка. Для начала мы делаем узел. Это обычный узел, просто вот так вот обмотали, просунули сюда и вытащили. Все, просто узелок. Нам нужно набрать 5 воздушных петель. Для этого мы засовываем сюда крючок, кладем нитку рабочую на палец. Рабочая — это нитка, которая идет у нас от клубка. И набираем 5 петель, просто протаскивая нитку. 1, 2, 3, 4, 5. У нас получилось 5 таких косичек. Раз, два, три, четыре, 5. А вот это то, что на крючке, это не петля, это не считается, просто на это не обращаем внимания. Петли вот у нас. Вот у нас первая косичка. Мы в нее заводим крючок в любое место этой косички. Берем рабочую нитку и вытаскиваем через нее. Вытащили. И теперь ее же вытаскиваем вот через эту. И все это дело затягиваем. У нас с вами получилось вот такое вот колечко, видите, небольшое. Вокруг идут как бы наши цепочки, которые мы сделали из воздушных петель, а внутри дырочка. Сейчас мы будем провязывать все вот сюда, вот в эту дырочку. Ничего не ищем, в цепочках ничего не смотрим, просто вот в дырочку по центру. Этот хвостик мы кладем вот так вдоль вязания, и сейчас, когда будем вязать, его просто будем вот так вот ввязывать, чтобы он спрятался. Мы набираем с вами 2 воздушные петли. Раз, два. Делаем накид. Накид — это вот так вот, когда вы просто накидываете нитку на крючок. И вот сюда в центр, куда я вам говорила, в дырочку вот в эту, вы продеваете крючок, вытаскиваете рабочую нить. У вас сейчас на крючке 3 такие петельки. Вы сначала провязываете 2 первые, потом опять подхватываете низ и провязываете 2 вторые. Провязали. Дальше, смотрите, сейчас у нас получилось 2 таких столбика. Раз столбик и 2 столбика. Всего нам нужно с вами провязать 16 таких столбиков. То есть 2 уже есть, вяжем дальше. Накид, в дырочку, только в дырочку в это. Все делаем одинаково. Через 2, через 2. Это третий. Опять накид, в дырочку, вытащили. Через 2, через 2. 4. 5. 6.
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Все, провязали. Ниточка у нас осталась внутри. Мы ее сейчас подтягиваем, тут закрывая вот эту дырочку. Ну, не до конца, а максимально комфортно, чтобы она закрылась. Сейчас нам нужно закрыть этот круг. Мы находим здесь первый столбик. Вот он. Вот он, первый столбик. Он состоит из раз петля, 2 петля и 3 петля. Это верхушка. Вот здесь третья петелька, косичка. Она как бы держится за второй уже столбик. Это третья косичка. Мы просовываем в эту третью косичку под нее вот так. То есть, поняли, у нас остается первый столбик, как бы здесь из 2 петель, раз, два, а это его верхушечка, третья петля. Мы в нее просовываем, вытаскиваем через нее нитку и вытаскиваем через нее. Так у нас закрывается круг. Все, первый круг у нас готов. Мы с вами сейчас связали вот эту вот макушку, которая сверху. Дальше мы начинаем вязать второй круг. Мы набираем 3 воздушные петли. Раз, два, три. 3 набираем только вот здесь в начале, сейчас поймете потом почему. Смотрите, вот эта вся полосочка, она идет как бы вот из этой дырочки, вот отсюда. Видите? Вот это все прям вот отсюда выходит. Вот в эту дырочку мы и провязываем. Мы делаем накид и провязываем сюда. Раз, два. Получилось у нас из одной дырочки как бы 2 столбика выходит. Следующую косичку мы пропускаем. Чтобы ее пропустить, мы делаем одну воздушную петлю, и она как бы у нас остается просто над этой косичкой. Дальше мы вяжем опять 2 столбика в следующую косичку. Вот эту пропустили, следующую вяжем. Делаем накид и в нее провязываем 1, еще раз накид и туда же провязываем 2. Дальше следующую косичку мы пропускаем. Для этого делаем одну воздушную петлю и провязываем через косичку. Для этого делаем накид. Все то же самое у нас сейчас будет по кругу повторяться. Раз. И туда же второй раз. Все, я надеюсь, вы уже запомнили. Делаем воздушную петлю, потому что пропускаем одну косичку. И следующую косичку опять провязываем 2 раза. 1 накид, 2. Следующую, чтобы пропустить, воздушную. И вот сюда вот накид. До конца круга делаем так. Всего у вас получится, вот где у вас по 2 столбика, таких 8 ячеек. Вот получается 1, 2, 3, 4, 5. Всего таких будет 8. Не столбиков 8, а именно вот ячейки, где по 2 столбика. Пропустили. Смотрите, вы закончили на моменте, когда у вас осталась здесь одна косичка. У вас получилось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот здесь одна у вас остается, видите ее. В это место у вас же между вот этими блоками идет одна воздушная петля. Вы ее также набираете и соединяете. Соединяем, я вам показывала, как вы находите крайнюю косичку. В этой косичке вы находите третью петлю. 1, 2, и вот она третья. В нее заводите в третью петлю. Вытаскиваете. И вытаскивайте через эту. Все, круг у вас закрылся. Начинаем третий круг. Делаем 2 воздушные петли. 1, 2. Накид. И провязываем сюда вот между дырочками. У нас получилось 2 столбика. Между этими 2 столбиками мы делаем одну воздушную петлю. И провязываем сюда же опять в эту же дырочку еще 2 столбика. 1,
2. Дальше. Нам нужно добраться до следующих этих столбиков. Мы делаем 2 воздушные петли. В этом ряду уже 2. В том была 1, в этом 2. Раз, 2. И провязываем сюда все то же самое. Делаем накид. 1. Накид. Сюда же. 2. 1 воздушная петля. И еще 2 раза туда же. 1. 2. Дальше опять нам нужно добраться до следующей ячейки. Мы делаем 2 воздушные петли. Раз, 2. И повторяем все то же самое. Накид. Сюда вот. Просто вот между 2 столбиками в дырочку. 1. 2. Воздушная петля. И еще 2 раза туда же. 1. 2. 2 воздушные петли. И повторяем накид. 1. Накид. 2. 1 воздушная петля. Накид. 1. Накид. 2. 2 воздушные петли. 1, 2. И повторяем все то же самое до конца ряда. Смотрите, я довязала до конца. У меня опять осталось между 2 вот этими вот такими крупными ячейками 1 петля, и нужно соединять ряд. Соединяем также. Если у нас между ними было 2 петли в этом ряду, значит мы набираем 2 петли. 1, 2. Ищем здесь третью. Вот она, 1, вот 2, и вот третья верхушка. Сюда, сюда, соединили. Все, этот круг у нас закрыт. Мы начинаем вывязывать 4-й круг. Смотрите, у нас должно вязание всегда начинаться вот здесь, вот в серединке, из этой дырочки. Чтобы мы туда добрались, нам нужно найти, вот видите, у нас косички идут по верхушечке. Вот следующая, вот из этой косички у нас как бы вылезает сейчас петля. Вот следующая косичка. Мы в следующую косичку под нее заводим крючок. Только под нее. Сейчас он там вниз куда-то падает. Вот завели крючок. Вытянули нитку. И вытянули нитку через эту петлю. Мы как бы перебрались вот сюда, вот к центру. Видите, мы оказались здесь, подвинулись сюда. Теперь мы набираем с вами 2 воздушные петли. 1, 2. Дальше делаем накид. Сюда же в эту дырочку все как и делали. Это у нас 2. 1 воздушная между ними. И еще 2 столбика сюда же. 1, 2. Теперь у нас между столбиками будет не 2 воздушные петли, а 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И повторяем все то же самое. Накид. 1, накид. 2, воздушная петля между. И еще 2 раза сюда же. Накид. 1, накид. 2. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Повторяем все сюда же. Накид. Вы поняли, да? До конца круга мы делаем все то же самое. В этом кругу больше никаких изменений у нас не будет. Давайте тогда довяжем этот круг до конца и встретимся с вами. Вот я закончила круг. Мы делаем здесь то же самое. Набираем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Находим здесь третью косичку, она у нас на верхушечке. И соединяем. Все. У нас начинается 5-й круг. Здесь у нас будут небольшие изменения. Нам нужно сюда опять в центр пробраться. Мы находим косичку следующую сверху. Вот она. В нее, все. Вот в следующую также сделаем в нее
и сюда. Все, мы находимся в центре. А теперь мы будем вязать не по 2 столбика таких, а по 3. Набираем 2 воздушные петли. Раз, два. Это у нас первый столбик. Провязываем еще 2 в центр. 1, накид. Ой, то есть 2, и это 3. 3 столбика. 1 воздушная петля между ними. И еще 3. 1, 2, 3. Между ними мы делаем опять 3 воздушные петли. Не 4, а именно 3, потому что у нас и так здесь из-за того, что мы добавили столбики, все это расширяется. Если еще и петли добавить, у нас будет слишком широко это. Поэтому 3 воздушные петли. Раз, два, 3. И сюда делаем все то же самое. Накид, 3 столбика. 1, 2, ой, 3. Воздушная петля между ними. И опять 3 столбика. 1, 2, 3. 3 воздушные петли. Раз, два, 3. И сюда повторяем все то же самое. 3 столбика, накид, 3 столбика. Делаем так до конца круга, и в конце круга с вами встречаемся. Соединяем круг, набираем 3 воздушные. Раз, два, 3. Здесь верхушечка. Сюда, сюда. Мы провязали с вами 1, 2, 3, 4, 5 рядов. Теперь мы вяжем 6-й ряд. Нам нужно также подобраться к серединке. Мы под эту косичку вытащили, под следующую косичку. Вытащили. И в серединке вот сюда еще в одну, чтобы четко в серединке быть. Все, мы в середине. Набираем, здесь мы делаем все то же самое. Набираем 2 воздушные петли, провязываем 3 столбика. 1 у нас есть. 2, 3. 1 воздушная петля и туда же еще 3 столбика. 1, 2, 3. Теперь у нас между нашими ячейками будет 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Накид и сюда провязываем. Также в центр. 1, 2, 3. 1 воздушная. 1, 2, 3. 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И повторяем все это по кругу. Вот здесь в конце круга мы с вами встречаемся. Вот я закончила круг, набрала 5 воздушных петель и соединяю так же, как мы с вами соединяем каждый круг. Ой, ой, ой. Вернись. Так, по традиции мы перебираемся сюда в серединку. Для этого у нас косичка. Вытащили, вытащили. Косичка. И третья. Все, мы в середине. Тут мы делаем так же, как и делали. 2 воздушные петли. 1, 2. Я думаю, что вы уже саму схему поняли, да? Но все равно вместе, я думаю, нам веселее. Почему бы и нет? 1 воздушная, накид, сюда.
Раз, два, три. Скоро у нас уже начнутся через пару рядов изменения. Итак, здесь, в этом ряду, мы теперь делаем с вами 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И также провязываем дальше, как мы с вами вязали, мы уже все это знаем. Все, здесь я тоже не буду, наверное, задерживаться, потому что все, я думаю, понятно. Такой же рисунок. Сюда делаем 3, 1, 3, 6 воздушных. И вот так вот по кругу все это дело провязываем. В конце встретимся. Итак, я провязала 6. Мы соединяем под косичку. Раз. Раз. Теперь, как мы всегда делаем, мы приходим вот сюда в серединку, перебираясь через косички. В этом ряду сейчас мы вяжем так же, как и вязали, только делаем между нашими этими ячейками по 7 воздушных петель. И после этого я вам покажу, раз, два, что мы делаем дальше. На этом просто будет либо стоп по прибавлению, либо мы еще повяжем. В общем, сейчас мы сделаем этот ряд. Давайте сейчас я сделаю воздушные петли вместе с вами. 3, 1. Раз. 2, 3. Набираем 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Накид. И провязываем так же, как мы и вязали. Все, вы поняли, в этом ряду мы делаем все то же самое, только между нашими ячейками по 7 воздушных петель. Давайте в конце встретимся, и я покажу, что мы делаем дальше. Дальше у нас немножко изменится. Я набрала 7 воздушных петель. Вот в конце соединяю, как мы уже с вами знаем, умеем. И теперь смотрите. Сейчас вам нужно померить это на свою голову и понять, как вам кажется, вот такой объем достаточен или нет. Если все окей, то дальше вы вяжете вниз по прямой до бровей ту длину, которую вы хотите, делая всегда ровно 7 воздушных петель. Больше ничего не прибавляете, тут не убавляете, просто делайте 7, 7, 7, и она вот из такой начнет у вас формироваться вот в такую, если вы перестанете прибавлять. Здесь у меня вниз идет ровно по 7 воздушных петель. Я сейчас для себя хочу вот эту провязать еще один ряд, сделать 8 воздушных и опускать вниз 8 воздушных. Почему? Мой объем головы 57 сантиметров, и эта шапка на мне сидит очень плотно. Я бы сказала даже, что, наверное, мне некомфортно. Если у вас голова где-то до 55 сантиметра в объеме, то вы на этом точно останавливаетесь и идите вниз. Даже 56, возможно, это стоп. Но если у вас голова 57, я вам все-таки советую провязать еще один ряд с расширением и сделать по 8 петель. И потом они идут вниз дальше. Либо у вас голова больше, чем 57, то мы делаем с вами еще один ряд увеличения. Мы также, как и делали, пробираемся с вами до серединки. Здесь у нас ничего не меняется. Ой-ой. Набираем 2 воздушные. Раз, два. Провязываем нашу вот эту вот ячеечку без изменений. 3 воздушные посерединке и еще 3. Раз, два, три. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И, круг делаем так же, как и вязали. Если у вас вдруг голова больше 60 сантиметров, то, наверное, может и 9 стоит набрать. Но вы сами видите, что это очень быстро вяжется, поэтому можно провязать чуть-чуть, померить, посмотреть, туго, не туго. Если что-то туго, сделайте еще шире. Если вдруг широко, то наоборот, там ставить, не знаю, где у вас было 6 расширения,
и на нем начать, ну, уже вниз опускать, не расширяя. В общем, систему вы поняли. Так, сейчас я довязываю этот круг, еще последний с расширением, где у меня 8. В конце встретимся, и я скажу, что тут делаем дальше. Итак, я соединяю круг, где у меня было 8 воздушных петель. И теперь дальше я буду вывязывать по 8 петель в каждом кругу, ничего больше не прибавляя, не убавляя. Вяжу и периодически меряю. Мне нужно довязать до той длины, на которой все, я хочу закончить шапку. Единственное, что в конце потом мы этот ряд еще чуть-чуть обвяжем и сделаем пупырышки. Вы имеете в виду, что еще где-то, ну, сантиметр, полсантиметра прибавится. Давайте тогда, когда я вывяжу нужную для меня длину, я посчитаю, сколько у меня получилось рядов, и покажу, как мы заканчиваем наше вязание. Так, я провязала нужную мне длину. У меня получилось, давайте посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ну, тут 13, и вот эта пупырышка 14, можно считать. На этом у меня я заканчиваю вывязывать длину. И сейчас я покажу, как сделать окантовку. В целом вы можете оставить вот так. Если вы меряете, вам нравится, и вы не хотите делать здесь шире, можете оставлять так. Мы вот сюда вот, как мы раньше, помните, в серединку пролезали, теперь мы делаем немножко иначе. Следующую сюда косичку вводим. И без накида просто провязываем. Это один. В идеале нам вот это место не потерять. Если у вас есть маркер, оденьте его вот сюда, вот на эту косичку. Если нет маркера, ниточку можете просунуть. В общем, его нужно не потерять, чтобы второй раз по кругу не пойти. Один. В следующую. Набираете 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4, такие достаточно плотные. Вот у вас вся это выходит вот из этой дырочки, не следующая, а туда же, где это все было. Засовываете крючок, вытаскиваете нитку и протаскиваете через вот эту петлю. Блин. Как мы с вами круг закрывали, также просто закрываем, не провязывая. Дальше мы с вами довязываем до конца вот эту нашу всю ячейку обычно. У нас получается такие вот, вот эти шишечки будут в середине. Вот здесь вот в каждой в серединке и в середине вот здесь вот. Мы провязали это. Здесь у нас 8 косичек. Значит, на 4-й мы делаем 1 снизу, 2 сверху. Я делаю так, чтобы тут 1 осталась, а над ней 2 осталось. И провязываю. Ну, вы понимаете, да, косичка состоит же из 3 штучек. У меня 2 остаются сверху, 1 снизу. Что-то я не посчитала, сколько мы сделали. По-моему, 3. И вот 4. 4. Ну, не принципиально, главное в середине. 4 воздушные. 1, 2, 3, 4. Можете 3 воздушных набирать, можете 5 набирать, можете вообще без них делать, как хотите. И вот сюда, откуда это все вылезает, туда же, сюда, сюда и закрыли. И вяжем дальше. В каждую косичку. Опять до середины. Можете шишечки не делать, можете просто только обвязать и все, как вы хотите, как вам больше нравится. Вот у меня следующая, это середина. 4 воздушные. 1, 2, 3, 4. Вытаскиваю, вытаскиваю. Все. Дальше в следующую вяжем. Хочу показать еще один момент важный. Вот вы вот эту часть, когда провязываете, вы разворачиваете, чтобы вязать в косички. Не вот в заднюю вот эту часть, где ничего не понятно, а прям переверните, чтобы были видны четкие косички. И еще раз, у вас остается снизу одна часть от косички, сейчас неудобно.
Видите, одна полосочка и две полосочки сверху. Это нужно для того, чтобы не появлялась дырочка. Если вы сделаете наоборот и будете вязать за одну, то у вас будут дырки прям такие видны в этом месте. Надо, чтобы наоборот. Ровно косичкой развернули. Вот она. Снизу одна, сверху две. И уже провязываете. Все, сейчас я довязываю здесь до конца, и мы закрываем и меряем. Довязываете до конца, до того места, где у вас был маркер, где вы отмечали начало ряда. Отрезаете ниточку. Вытаскиваете ее. И теперь здесь нужно ее завязать как-то незаметно, красиво. А потом, после того, как вы завяжете узелочек, знаете, ее лучше разделить на две части. Завязываем узелок. Ну, еще завяжите по-всякому, посмотрите, как вам там будет нравиться, чтобы это было надежно. А потом эту ниточку нужно спрятать вдоль вязания. Можно вдоль вот этого плотного края, можно куда-то сюда ее поднять. Не всю, но какую-то часть ее туда засунуть. Сейчас взять в идеале крючок совсем маленький, чтобы удобнее было. Вот так вот, потом еще как-то, еще как-то, еще как-то. И кончик вы обрезаете, и все, и ниточки это не будет видно. И то же самое сделать здесь на макушке, хотя ее в целом можно просто уже отрезать, то, что мы ее вот так вот обмотали. Но можно еще раз ее как-то продеть и уже потом отрезать. Все, идем мерить. Девочки, эту модель в начале видео вы уже видели, как она на мне сидит. Здесь я закончила на 8 косичках, да, это я вам все показывала. Сейчас покажу, как выглядит, когда 7 косичек. Смотрите, здесь я длину не довязала, потому что для себя я ее распущу и сделаю 8, мне все-таки она давит. Но выглядит вот так. И также можно оставить ряд, видите, если его не провязывать толстой вот этой окантовкой с пупырышками, либо просто толстой окантовкой, то в принципе он будет выглядеть вот так. И сейчас покажу вам еще один вариант. Это я вязала из тоненькой пряжи, как она выглядит. Там тоже немножко связано, но плюс-минус вы поймете, как это выглядит с более тонкой пряжи. Тюбетейка, да? Но в целом, просто чтобы вам показать, она очень тоненькая. Прям совсем такая наитончученькая какая-то. Может быть, тоже ее довяжу и оставлю. Не знаю, нравится, мне кажется, она мне. В общем, до новых встреч! Рада, что вы со мной на этом новом канале. Люблю вас просто от души душевно в душу. Пока-пока!